Всем привет! Меня зовут Серхио, я из Испании, и я изучаю языки, и тоже, конечно, русский язык. Я давно хотел снимать вот это видео, потому что я уже как 10 лет заниматься русским языком, но не постоянно занимался, потому что моя история с русским языком немножко специальная, и сегодня я собираюсь вам объяснить, почему и как я учу или я занимаюсь русским языком. Вот, когда мне было 17 лет, по-моему, сейчас мне 27 лет, я увидел русский алфавит по телевизору, и я думал, вау, это круто, потому что это был разный язык, разные буквы. На самом деле, некоторые буквы выглядели наоборот, и я думал вообще, что это было очень круто, и я хотел знать, по крайней мере, как писать на русском, и вот, я решил выучить алфавит, и я выучил алфавит в течение, не знаю, 3 дней, а потом я подумал, почему нет немножко выучить, как говорить на самом деле, научиться язык вообще. Но в то время мне было только 17 лет, поэтому я не знал, что такое падеж, что такое, как вообще самостоятельно изучать язык. И поэтому я очень медленно занимался, очень медленно выучился новые вещи. Потом, И тоже я должен сказать, что я был в школе, у меня были экзамены и так далее, поэтому у меня не было так много времени это делать. И поэтому я перестал изучать русский язык, а потом я выпустился из школы, и я начал университет. Я там выучился на переводчика, и там у нас была возможность изучать 3 языка. Я выбрал английский, французский, а потом было возможно выбрать 6 разных языков. Я подумал, вообще очень круто, потому что мне все языки нравились, и особенно русский и китайский. И так как я не знал, какой выбрать, то я прошел на пробный урок по каждому языку, и я должен сказать, что русский преподаватель был довольно ужасный, потому что он не готовился к урокам, у него испанский был довольно плохой, и китайская преподавательница была очень хорошая, и поэтому я решил, чтобы я позанимаюсь русским языком самостоятельно и китайским языком в универе. Но дело в том, что, конечно, я был в универе, у меня было все меньше времени, и поэтому я снова бросил русский язык. Это было в 2012 году, а потом я выпустился из университета в 2017 году, и я не возобновил русский до конца 2018 года. Это очень сложно говорить на русском. И в то время я решил купить 2 книги, которые, кстати, стоят там. У меня есть еще другие книги по-русскому, но я могу вам показать. Вот как дела? Grupo para principiantes, потому что я испанец. Я не знаю, сказали я это, но да, я испанец. Вот, и я начал тоже, я скачал тоже приложение HelloTalk. Не знаю, знаете ли вы вот это приложение, но оно очень полезное. И я начал общаться с девочкой из Беларуси, которую зовут Таня.
И мы с ней общались практически каждый день, потому что на самом деле мы стали очень хорошими друзьями, и мы с ней до сих пор общаемся. Вот. И когда... И я могу сказать, что это было, когда я серьезно относился к русскому. И так как у меня была хорошая база, потому что я уже в течение последних 6 лет занимался русским языком время от времени, но я хорошо мог следовать вот эти книги, потому что эти книги для студентов, у которых есть преподаватель. Но у меня преподаватель была как раз база, которой... А потом, когда пандемия начала, у меня было больше времени заниматься русским языком, и поэтому я начал использовать подкасты для изучения русского языка. Я начал с подкаста Артема Russian Progress, а потом я тоже начал заниматься русским языком с подкастом о русском по-русски с Ирой и Russian with Max. Это очень полезный подкаст тоже. И вообще Rule and Club тоже мне очень нравится. И то, что я делал, я занимался лексикой этих подкастов, а потом я слушал подкасты, когда я мыл посуду, или когда я бежал, или когда я занимался спортом. И я заметил, что через несколько месяцев у меня уровень улучшил гораздо больше, чем когда я просто занимался с книгами. И сейчас то, что я делаю, это продолжать заниматься с подкастами. Я редко использую книги. Я тоже общаюсь с носителями, потому что у меня тоже друзья, которые говорят на русском, потому что они русскоговорящие. У меня есть Маша, Алина, Илона, очень русские имена, я знаю. И когда мы с ними познакомились, то мы на испанском говорили, потому что у меня уровень не был так высокий, как сейчас. Не то чтобы у меня уровень сейчас очень высокий, но мы с ними говорили на испанском, и время от времени мы использовали некоторые слова на русском. Это было довольно круто. И сейчас я иногда заставляю их просто на русском говорить со мной. Это очень прикольно. Вот. Я не знаю то, что я могу сказать сейчас, но я хотел тоже снимать вот это видео, чтобы видеть у меня процесс и прогресс, не знаю, как это будет на русском. И вот, это все. Я надеюсь, что вам понравился. У меня с русским опыт. И спасибо за просмотр. И увидимся в следующем на русском видео, потому что я планирую сейчас делать видео в других языках. И это было все. До свидания.